Привет, мои дорогие! Сегодня ночью была самая масштабная атака за последнее время. Это признали многие западные СМИ. Сейчас хочу вам показать, как выглядит Киев на данный момент. Вот люди уже с обесточенным электротранспортом, не работает метро и в сети скачет постоянно. Также там в Одессе отключения идут света и везде. Хочу сказать одну вещь такую интересную, которую вы должны заметить и взаимосвязь найти. Каждое решение, принимаемое Зеленским днем, отражается на Украине каждой ночью, дорогие мои. Мы это видим, все это видят сейчас. Поехали по названию, дорогие мои. Войска России уже перекрыли последние пути выхода из Покровска. Конечно же, Генштаб ВСУ это никогда не признает и не будет никогда признавать. Вы знаете, по какой причине? Потому что у них, если кто не в курсе, у них на этом как раз все зависит. Если они будут говорить о том, что они проиграли там Покровск или сдадут Покровск, то Трамп примет решение, что закрывать проект Украины следует. Поехали. Это село Покровское. Это не Покровск, а Покровское. Это то, что на стыке находится между Днепропетровской и Запорожскими областями. Как я и говорил, да, что россияне растягивают фронт для Украины, и те сейчас находятся в обороне, и понятно, что между, там, допустим, какими-то укрепрайонами большие промежутки, и сейчас, когда Украина идет на принципиальную позицию оставить себе Покровский, Купенск, в Купенске тоже там проблемы, сейчас вот уже, как видите, еще вчера вечером поступила информация, что уже горлышко замкнули, да, и вот сейчас, что уже перебиты все пути. И, дорогие мои, в это время нажимаем туда, через Днепропетровск, на стыке Днепропетровская, Запорожская, туда на Гуляйполе. Все идут, дорогие мои. Поехали дальше. Сейчас я вам расскажу еще про одно экономическое чудо, о котором я вам иногда рассказываю, да, что из-за регулярных обстрелов энергетики Восточной Украины на Западной случилось опять экономическое чудо. И вот есть такой сайт, платформа Лун называется, которая рассказывает, как же это экономическое чудо случилось. По данным аналитической платформы Лун, это LUN, от 7 ноября 2025 года средняя стоимость аренды в однокомнатных квартирах по регионам Украины находится в диапазоне от 4500 гривен, то есть от 110 долларов, до 19 700, до 480 долларов. Наиболее дорогая аренда, дорогие мои, в городе Ужгород на Западной Украине 19 700, 480 долларов. Это за однокомнатную квартиру. Чтобы вы не сравнивали там с европейскими ценами. Рост на 5% за последние 6 месяцев. На втором месте, конечно же, Львов, дорогие мои, 17 700, это 430 долларов за одну комнату, рост на 6%. В столице же средняя аренда однокомнатной квартиры составляет 17 тысяч гривен, это 415 долларов. При этом за полгода цена снизилась примерно на 6%. Самые низкие цены среди крупных городов, дорогие мои, это Харьков, Запорожье, Николаев и Сумы. Вот вам секрет экономического чуда западного украинца, который ненавидел никогда. Вот тоже, да, задаешься вопросом, что же вы так печетесь-то за Восточную Украину, если вы, сидя на Западной, если вы настолько ненавидите того украинца с той Восточной Украины, дорогие мои. И сегодня читаю интересную статью в BBC. Дорогие мои, украинские военные с тревогой сообщают о росте случаев самовольного оставления части. В Украине это просто называется СЗЧ. Я считаю, что это слово нужно оставить такое, как и есть. СЗЧ. Это самовільне залишені частини. То есть не СОЧ, как его там называют, а СЗЧ. Вот у нас все русскоязычный ты или украиноязычный СЗЧ, либо СЗЧшник. Все, это так должно быть. Константа. Больше по-другому мы не меняем. По последним данным Офиса Генпрокурора Украины в октябре армию самовольно покинули более 21 тысячи
мужчины, дорогие мои, слава богу, остались живы. Это число уголовных дел, которые открыло Государственное бюро расследований, которые включают дела по статьям как СЗЧ, так и о дезертирстве. Если данные за октябрь корректны, это они столько выписали, 21, это представьте, то это означает, что в этом месяце был побит рекорд числа побегов из армии за почти 4 года войны. Хочу вам рассказать еще другую схему, как делают из людей СЗЧшники. Останавливают машину, там сидит мужик, по виду пригодный. Для них сейчас все пригодные. Можете зайти ко мне в Телеграм, увидите, что там происходит. Я эти кадры не могу сюда выкладывать. И они видят, что он забронирован. Они сразу же с него снимают бронь и закидывают его в розыск. То есть СЗЧшник, чтобы вы понимали. И я могу сказать одну вещь, дорогие мои. Лучше, конечно, быть СЗЧшником, намного быть лучше СЗЧшником, чем быть где-нибудь в каких-нибудь ужасных условиях, раненым, убитым или пропавшим без вести. Плен тоже, понимаете, это такое дело, не отдых в санатории. То есть, если ты даже попадешь там, придешь воевать и попадешь в плену тоже там посидишь в тюрьме, пока там докажут, или там пока ты докажешь. Сомнения есть у многих, на самом деле, по поводу тех людей, которые воюют. Ты можешь там 200 раз рассказывать, что ты бусифицированный, но все равно ты будешь оставаться в тюрьме. То есть тебя на свободу все равно не отпустят. Ну, конечно, там будут беседы проводить, ты, конечно, можешь меньше просидеть, чем другие, но все же. Лучше сбежать и убежать, дорогие мои. А теперь я хочу сказать вам аргументы, почему вам надо сбегать. Во-первых, это не ваши интересы. Абсолютно не ваши интересы. Те заряженные, которые хотят убивать русню, они сейчас там сидят, 25-я бригада, и там 37-я, по-моему. И еще вот это вот 3-я беговая. Вот они хотят убивать русских. Вот пусть они и идут туда. Вот там их пусть утилизируют. А ты, сидя дома, может, когда-то ты там сыпал какие-то комментарии, раздуплился и все. Но хочу тебе задать один вопрос. Кто будет следить за твоей мамой? За твоим папой, кто будет следить за твоей женой, ну, жена там, это отдельный вопрос, и за твоими детьми. Я просто тебе скажу одну вещь, что ни твой папа, ни твоя мама, ни твои дети никому не нужны, никому, кроме тебя. И ты, пока сидя в Украине за эти годы войны, как раз это и увидел. Поэтому выбирать тебе. Либо уйти и утилизироваться туда, согласиться, быть рабом, опустить эту гриву и все, и принять все как есть. Либо нарушить вот этот закон, который нарушает права человека, то есть этот закон, который ты якобы нарушаешь, нарушает твои права. Нарушить этот закон и остаться живым, следить за своими родителями, за своими детьми и так далее. Выбирать тебе. Поэтому я считаю, что это правильный тренд. Знаете, еще 2 года назад я записал ролик, что герои не умирают. Не умирают, потому что они поэтому и герои, потому что они не умирают. А то, что Украина там это трансформировала, там, тебя убили, и ты где-то там в сердцах. В каких сердцах? Оставленных своих родителей? На произвол судьбы этой страны? В этих сердцах ты будешь не умирать. Ты должен жить специально, чтобы дать нормальные условия для проживания своих детей, своих родителей и так далее. Своей семьи в первую очередь. Дом сейчас это, знаете, стало как переменное. Есть вот у моей жены был дом в Донецкой области, сейчас дома нет. В Одессе жили, сейчас и тоже в Одессе дома нет, как понимаете. Мы сейчас здесь находимся. Поэтому, дорогие мои, принимать решение в любом случае вам. А быть разменной монетой, за которую никто ничего не даст, ну вы же знаете, вот мы видим тех женщин, чьи мужья погибали, им там просто принесли какую-то бумажку, расписали, что им там в течение 70 лет там по 1 гривне будут давать и так далее. Опять же, выбирать, еще раз говорю, вам. Ну и поехали дальше по запорожскому направлению. И сейчас немного прогуляемся по
фронту, дорогие мои. На Запорожском направлении продолжаются тяжелые кровопролитные бои в Приморском и Степногорске. Силы обороны минируют дороги, это милитари украинские фабрики, бьют по логистике российских войск. Россия отвечает с использованием авиации, артиллерии и дронами. На Ореховском участке фронта позиционные бои в Малой Токмачке идут. Поехали дальше. У нас вот то, что происходит непосредственно на Покровском направлении. Российские войска продолжили продвижение в районе города Покровска и впервые привлекли транспорт и расширили логистику к югу от города. Об этом говорится в сводках Института изучения войны за 7 ноября. ВСВ, ISW проанализировали опубликованные геолокационные кадры, свидетельствующие о продвижении россиян на северо-восточной и восточной окраине Покровска, а также на юге и севере Мирнограда. Сообщается о попытках российских военных заехать на юг Покровска на грузовиках и мотоциклах, чтобы доставить припасы, что является первым случаем, когда армия России начала использовать транспортные средства в Покровске. До этого логистика снабжалась преимущественно дронами, пишет ISW. Дорогие мои, переходим на Купинское направление. На Купинском направлении российские войска продвинулись в районе комбикормового завода в городе Купинске. Бои идут в Петропавловке, Куриловке и Купинске узловом. У Хатнева россияне заняли новые позиции в лесополосах, дорогие мои. Поехали дальше. Я сейчас вам хочу поставить одно интересное видео одного вот из этих, который замотивирован, да, и желающего в Ялте там, этот не в Ялте, а в Феодосии желающий там кофе попить, сигареты покурить. Давайте посмотрим. Я уверен, что якщо бы зараз пришел я там или Кривонос, или еще кто-то, и мы бы сказали, что, хлопцы, мы собираем підрозділи, под наше командование стало бы 30, 40, 50, 60 тысяч військовослужбовців. Дайте нам озброєння, дайте нам вооружение, дайте нам направление, допустим, в Херсон. Все, мы зайдем, возьмем этот сектор, мы будем воевать. Не лезьте, будь ласка, со своими гражданскими мыслями, со своими хотелками. Давайте нам чем воевать, давайте силы, засобы, давайте озброєння. И я вам говорю, что через год я буду в Феодосии на набережной. Робити вот так. Потрібно нам тільки, щоб було чим воювати. Феодосия, ты будешь не так, а за щеку брать. Вот что ты будешь за щеку через 3 дня или когда он там это говорит. Поехали. Тут уже другие пишут о том, что каждые 2 минуты из ВСУ убегает один военный. Количество СЗЧ в октябре достигло 21 602 случая. Дорогие мои, бегите, бегите, бегите. Это ваша жизнь, ваше будущее, будущее вашей семьи, ваших родителей, ваших же детей, дорогие мои. Силам обороны Украины требуются дешевые ударные БПЛА на дистанцию 50-100 километров, которые могут заменить дорогие ракеты «Хаймарс». Об этом сообщил специалист в области военных радиотехнологических, я не знаю, как это назвать, Сергей Флэш Бескреснов. Как-то так написали. Российские войска расширяют зону поражения малых БПЛА, и мы должны сделать то же самое. Ну как это то же самое? То, що у Русні. Як же ж так? Це не так не потрібно. Треба вкрасти, щось обманути. Не могу это называть нормальными словами, как это должно соответствовать и звучать. По его словам, такие БПЛА требуют других систем радиосвязи, навигации, а также габаритов, ведь вес аккумулятора уже будет больше. Что ж такое? 52 страны с вами вместе, а как-то приходится воровать у россиян. Так же Зеленский же кричит, что технологии, дроновые технологии украинские впереди планеты вся. И мало того, что они уже договорились, что он там скоро подпишет закон, когда Украина может торговать оружием, которое клянчит у всех, а потом она будет торговать. Тут тоже интересная статья. Еврокомиссия не смогла убедить Бельгию, внимание, согласиться на использование замороженных активов России для выдачи репарационного кредита. То есть, я переведу эту статью так. Еврокомиссия не смогла убедить Бельгию пойти на самоубийство.
Ну как? Они, вот понимаете, вот Бельгия держит эти деньги, там уже и Трамп говорит, давайте, вы давайте им деньги. Понятно, что Трамп заинтересован в том, чтобы удержали Покровск. Потому что там как раз находится на Покровском направлении все те инвестиции, которые вливали весь Евросоюз. Там Франция, Германия, Дания, та же Англия вливала туда свои деньги. Вот там, на Покровском. Конечно же, они его просят: Дони, давай это самое, Дони, помоги, Дони, помоги. Поехали. Этой ночью, как я и говорил, была самая масштабная или одна из самых массированных баллистических атак за все время. Только по Днепру прилетело 12 ракет. Но вот как мы смотрим, и тут показано, да, все экономическое чудо Западной Украины. Вы видите, Западная Украина, она вообще не тронута. Ну вот, остановились на Одессе и на Киеве. На данный момент в Одессе в некоторых районах нету света, чтобы вы понимали. Ну вот как мы видим, да, вот что происходит. Там все... Просто вот вся восточная, северная, восточная, юго-восточная Украина и центр Украины просто жесть. Ну ничего, я хочу сказать, что доберутся и до вас, и до западной. Тут все потушит и пойдут туда к вам в гости, да, поднимать вам стоимость. И это не стоимость, а экономическое чудо будет поднимать. Что известно, самый масштабный с начала войны удар по нефтегазовой инфраструктуре. Из-за атаки россиян на энергетические объекты в ряде областей введены аварийные отключения света, это пишет Минэнерго. Полтавщина, взрывы в Кременчуге, запускались ракеты и дроны. Город Горишние Плавни переходит в режим чрезвычайной ситуации без электричества, воды и отопления. Днепр. Дрон попал в жилой дом. Выпущено около 12 баллистических ракет. В результате массированной атаки погиб человек, 38 раненых. Среди них 7 детей. Но это же украинская статистика, я вам говорю. Одесская область. Из-за попаданий возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры. Харьковская область. Зафиксировано 8 пострадавших. Но вот украинская статистика, она всегда циклится на детях, на пострадавших, на погибших. А что разрушили? Никто ничего не пишет. 8 пострадавших, разрушено здание. Понятно, что ПВО сбило, ушло в здание. АЗС, повреждены несколько автомобилей. Киев. Вон, пожалуйста, в Печерском районе сгорело 4 грузовика, повреждены 2 здания и автомобиль рядом. Куда попало, никто ни о чем не говорит. Эта история, как говорится, умолчала, дорогие мои. Окей, на данный момент с новостями, ну не то, что все, они постоянно поступают, но, как вы понимаете, сегодня выходной день, суббота, они не будут поступать настолько динамично, как это происходит даже с солнцем, которое постоянно то появляется, то исчезает, дорогие мои. Нет, в субботу новостей столько много нет, поэтому я оставлю уже остальные на вечер. Дорогие мои, подписываемся, кто не подписан, также на телеграм-канал, и я вас всех обнял.